Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. Брюки на запах всегда привлекают заинтересованные взгляды. В зависимости от выбранной ткани их можно сделать повседневными, парадно-выходными, деловыми и прочими. Мой выбор парадно-выходные. Ткань атлас. Так выглядят брюки в готовом виде. Запах, который мы продлевали по передней половинке брюк, уходит на спинку. Пояс застегивается сзади. Запах, который мы делали к задней половинке брюк, перекрывает передние половинки брюк. Отлично сидят и не доставляют дискомфорта. Такие брюки – отличная альтернатива платью. Если у вас есть маломальский опыт в шитье, сшить такие брюки не составит никакого труда. В них нет ни гульфика, ни карманов. Для начала построим выкройку. Для удобства покажу, как строить выкройку на уменьшенной копии брюк. Это у нас линия сидения, это линия бедра. Ориентируемся на линии бедер. Итак, для того, чтобы построить брюки на запах, нам нужно объединить переднюю и заднюю половинки брюк в одну деталь. От этой точки вертикальная линия будет нашим новым условным шаговым швом. Условным, так как по этой линии мы брюки разрезать не будем. По бокам от бедер нужно провести вертикальные линии. Здесь стоит учитывать, что низ на передней половинке брюк мы немного приподнимаем, а на задней половинке немного опускаем. В данном случае мы это не учитываем, проводим линию низа горизонтально. Вот таким образом это выглядит. Провели от точки соприкосновения брюк вертикальную линию и по бокам от бедер. Теперь к передней части брюк, которая у нас с левой стороны, прикладываем переднюю половинку брюк. Линию будем проводить до линии сгиба. Ориентируемся по линии бедра. Как видите, вот здесь у нас возникает выточка, попозже с ней разберемся. Линия запаха от передней части будет идти на спинку. Сейчас будем строить деталь запаха, которая будет идти от спинки и перекрывать полочку. Сделаем ее таким образом, чтобы она перекрывала передние выточки. Для этого нам нужно учитывать, на каком расстоянии находится вот эта выточка. Измеряем по линии бедра от бокового среза передней половинки брюк до выточки. У меня выточка находится на расстоянии 2 см 8 мм, но запах я буду строить больше, чтобы он точно перекрывал выточку. Так как при ношении брюк при ходьбе у нас запах не будет четко вертикально располагаться, он будет немного по диагонали. К задней части брюк прикладываем заднюю половинку брюк, ориентируясь по бедру. Будем ориентироваться на линию сгиба. При таком варианте ширина запаха у меня будет 3 см 5 мм. Приемлемо, но можно даже немного уменьшить, тем самым уменьшив раствор образовавшейся выточки. Продлеваем линию талии. Если выкройка основа у вас построена правильно, то линия талии у вас немного диагональная. По спинке от бокового среза линия талии немного приподнимается к центру, а на передней части брюк, соответственно, наоборот. Вот под таким наклоном и продлеваем линию талии до линии запаха. Так как с этой стороны часть запаха у нас уходит на спинку, она приподнимается. Оставлять образовавшуюся выточку четко на боку мы не станем, мы ее перенесем немножко вправо. По длине сделаем ее равной вот этой выточке. Здесь у нас 1,5 сантиметра.
Переносим выточку вправо, ориентируясь, что линия талии немного диагональная. Перенесенную выточку убираем. Эту выточку мы перенесем немного влево. Раствор выточки у меня 4 мм, по длине делаю ее равной этой выточке. Занижаем линию талии на ширину пояса. У меня он 4 сантиметра. Ну, предположим, здесь это будет миллиметров 5. Итак, вот наши новые линии. Линия талии, выточка первая, выточка вторая, средний срез, линия талии по задней половинке брюк, первая выточка, вторая выточка, продлеваем линию талии, линия запаха, низ изделия и линия запаха. Для наших брюк таких деталей нужно 2. Сейчас я покажу вам альтернативный вариант построения без дополнительных выточек. Соединенные детали выглядят точно так же, как и в первой выкройке, с дополнительными вертикальными линиями по центру и по бокам. Прикладываем переднюю половинку детали к передней части брюк, таким образом, чтобы не образовывалась выточка. То есть ориентируемся по линии талии. Вот эта новая диагональная линия будет нашей линией запаха. Также делаем и с задней половинкой брюк. Соединяем таким образом, чтобы не образовывалась новая выточка. Линию запаха проводим по линии изгиба задней половинки брюк. Прорисовываем нашу новую линию запаха. Такой вариант без дополнительных выточек есть смысл строить только в том случае, если вы линию запаха собираетесь, например, скруглить, причем достаточно сильно. А иначе линия запаха по низу будет сильно перекрывать нашу основную деталь брюк. Смотрите, линия низа брюк по спинке у нас равна 8 см, а линия запаха 9,5 см. Причем эта часть запаха пойдет на переднюю половинку брюк, а линия низа передней половинки брюк равна 6 см. Изделие состоит у нас из 2 таких полотнищ и 2 поясов. Пояс, который пришивается на передние половинки, застегивается сзади, и равен он обхват талии плюс припуск на пуговицу плюс припуски на швы. Пояс, который пришивается к задним половинкам брюк, застегивается впереди, и равен он обхвату талии плюс необходимая длина для завязывания с каждой стороны. У меня это 62 плюс 21 см слева и плюс 21 см справа. Но этой длины хватит только для завязывания узла. Если хотите завязывать на бант, оставляйте больше. Либо же этот второй пояс можно застегивать на пуговицу. В этом случае он будет равен первому. Если ширина пояса в готовом виде у нас равна 4 см, то при выкраивании он равен двойной ширине плюс припуски на швы. У меня это 4 плюс 4 плюс по 1 см с каждой стороны. 10 см. Мои брюки сшиты по вот этой выкройке. В ширину эта полноразмерная деталь равна 86 см. В длину 1,2 см. Это уже вместе с поясом. Ширина ткани зачастую равна плюс-минус 160 см. То есть не получится купить чуть больше метра, свернуть ткань вдвое
и выкроить сразу две детали. Тем более учитывая, что припуски по бокам и по низу изделия нужно делать достаточно большие. Так будет красивее, так как при ходьбе их видно. То есть для пошива нам нужно взять две длины брюк. Для пошива нам понадобится основная ткань, клеевая для поясов, кнопки или пуговицы, одна или две, у меня одна, и нити в цвет. Итак, мы построили выкройку, переходим к сборке. Несколько советов, на которые вы можете ориентироваться при шитье. Делайте по бокам и низу большие припуски, и таким образом, чтобы края были загнуты внутрь. Выкраиваем изделие, два вот таких полотнища. Сшиваем выточки. Разумеется, выточки мы сшиваем не под таким углом, а немного сужаем к низу. Затем соединяем изделие. Для этого необходимо два полотнища брюк соединить лицом к лицу и сшить по среднему срезу. Далее обрабатываем края и низ изделия, проклеиваем пояса, пришиваем пояса и пришиваем пуговицу. На этом ваше изделие будет закончено. Припуски по бокам в готовом виде выглядят у меня таким образом. В готовом виде они равны 2,5 см, но можно сделать больше. Сделать нужно таким образом, чтобы край изделия не было видно. Его загибаем под припуск. То есть мы оставляем, допустим, 5 см, загибаем сантиметр и затем по вот этой линии загибаем припуск на изнанку изделия и прокладываем строчку. Вот таким образом строчка выглядит с лицевой стороны. В брюках очень удобно. Минус состоит в том, что для справления нужды необходимо снимать их полностью. Ну, здесь как с комбинезоном, это того стоит. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео.